Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Голый обезьян уже давно активно вмешивается в природный процесс для того, чтобы разнообразить кошачьи породы. Зачем это нужно? Вопрос другой. Но в итоге, что мы получаем? Возможность выбора внешности и характера того или иного питомца. Кто-то хочет ласковую кисулю, а кому-то по душе настоящий зверь с дикими генами и повадками. Вот и сегодня у нас в гостях милая домашняя кошечка, чей папа не такой уж и милый. Встречайте каракета, редкого гибрида дикого каракала с обычной домашней кошкой. Кстати, ролики про каракала вы сможете найти в плейлисте «Кошки» или «Животные Африки». Ну и по традиции начнем с минутки истории. На этот раз новейшего времени. Первое появление каракета в мире было абсолютно случайным. В конце прошлого века в московском зоопарке жил один каракал. К нему в вольер нечаянно заскочила уличная кошка. Удивительно, но скрещивание удалось, а затем самка выносила одного крупного котенка-мальчика, сильно похожего на своего дикого папу. Раз уж кошки смогли самостоятельно решить вопрос размножения, стало быть, можно браться за дело фелинологом. Родившийся в зоопарке малыш был стерилен, потому что был мужского пола, а как выяснилось позднее, все гибридные самцы до 4-5 поколения бесплодны. Потомство генерации F1 называется гибридами первого поколения. У этих котят половина крови дикого зверя, а все мужские особи стерильны. Если самочку из этого помета повязать, например, с абиссинским котом, то родятся детеныши второго поколения F2, в которых будет уже 25% крови дикого предка. Соответственно, аналогично появляются поколения 3, 4 и последующих генераций. Попытки германских и американских заводчиков скрестить каракалов с разными кошечками долго были безрезультатны. Однако попытка скрещивания самца каракала и самки абиссинской кошки увенчались успехом. Кстати, ролик про абиссинку тоже есть. В 2017 году первое поколение было зарегистрировано международной организацией. Загвоздка в том, что признают породу только с 4-го поколения, а на сегодня имеется уже 3. Сейчас в мире всего около 80 гибридных особей каракета. Скрещивание диких папаш разрешено с серенгети, бенгалами, ориенталами и абиссинками. Соответственно, вы понимаете, что из-за такой редкости цена на каракета просто заоблачная. Кот каракет – яркий, эффектный гибрид каракала. Генетика в нем проявляет себя очень смело и сильно. Это явный конкурент полюбившейся всем саванны. Кстати, ролик о саванне, гибриде сервала с домашней кошкой, тоже есть. Тело каракета атлетичное, крупногабаритное и своему дикому предку размеры уступают незначительно. В теле обязательно должна угадываться дикая порода. Все каракеты обладают отличной физической формой, быстрой реакцией и способностью прыгать в высоту и длину аж до 3 метров. Наличие жировых запасиков в брюшной полости делает этих животных весьма выносливыми. Они могут долгое время обходиться без пищи, даже до 3 суток без воды. В наследие от диких каракалов
Эти кошечки получили отличный слух, острое зрение, природное обоняние и все задатки сумеречных и дневных охотников. Каракет унаследовал от папы живой ум и поэтому легко поддается дрессировке и воспитанию. Что касается здоровья, то можно смело поставить диагноз «здоров». Однозначно здоров, ведь по наследству ему практически не передается никаких отклонений. Но все-таки порода экспериментальная, поэтому еще рано говорить об абсолютном здоровье. Ну и напоследок немного о деньгах. Стоит сие удовольствие от 1 миллиона рублей. Потомство второго и третьего поколения немного уступает в цене. Однако, когда будут котята четвертого и пятого поколения и порода будет все-таки утверждена, цены не снизятся, а только вырастут. А вы бы хотели завести дома такую милую домашнюю рысь? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!